Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я подробно расскажу, как приготовить универсальный ганаш на белом шоколаде всего из 3 ингредиентов. Он готовится очень просто, отлично подходит для начинки, шапочек на капкейки и выравнивания торта. В первую очередь 30 граммов сливочного масла достаем из холодильника и даем согреться до комнатной температуры. Затем берем 200 граммов белого шоколада. Если у вас плитка, то ее необходимо разломать на маленькие кусочки или порубить ножом. Если используете калеты, тогда просто отсыпьте необходимое количество в небольшую мисочку. 100 граммов жирных сливок 33% вливаем в сотейник, ставим на небольшой огонь и доводим до кипения, но не кипятим. Как только пошел пар и появились первые пузырьки, сразу же снимаем с огня. Горячие сливки вливаем в шоколад и хорошо перемешиваем, пока шоколад полностью не растопится. Если вдруг вы перегрели сливки, тогда дайте им постоять буквально 1 минуту, прежде чем добавлять в шоколад. Потому что если добавить кипящие сливки, то при взбивании ганаш может расслоиться. По желанию в сливки можно добавить пол чайной ложки растворимого кофе, и тогда получится очень вкусный кофейный ганаш, который хорошо сочетается с шоколадным бисквитом. А еще его можно использовать для заливки классического чизкейка. В итоге должна получиться вот такая однородная и глянцевая масса. Теперь добавляем мягкое сливочное масло. Немного перемешиваем лопаткой, чтобы масло немного подтаяло, а затем пробиваем погружным блендером до однородного состояния. Долго взбивать не нужно. Как только масло полностью вмешалось, можно останавливаться. В итоге получается гладкая и однородная масса. Сейчас она еще жидкая, это нормально. После стабилизации ганаш станет более плотным. Он имеет характерный желтоватый оттенок. Если хотите сделать его белоснежным, тогда добавьте белый краситель и еще раз хорошо пробейте блендером. Также перед тем, как окрашивать в другие цвета, я рекомендую сначала убрать желтизну и только потом вводить жирорастворимый краситель нужного цвета. Накрываем ганаш пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник минимум на 6 часов, а лучше оставить его там на ночь. У меня ганаш простоял в холодильнике около 8 часов. За это время он хорошо стабилизировался и стал плотным. Если вы используете его для начинки капкейков или пирожных, то перед наполнением обязательно дайте ему постоять при комнатной температуре примерно 30 минут. Если используете для шапочек на капкейки или начинки в торт, то охлажденный ганаш перекладываем в миску побольше и взбиваем на средней скорости миксера. Постепенно ганаш начнет светлеть и станет более пышным. Слишком долго ни в коем случае не взбиваем. Как только масса посветлела и следы от венчика остаются четкие и неподвижные, сразу же выключаем миксер. Иначе масло может расслоиться и ганаш пойдет комочками. В итоге должна получиться вот такая светлая и пышная масса. Ганаш хорошо держит форму и готов к использованию. Такой ганаш на белом шоколаде подходит и для начинки, и для шапочек на капкейке. Его можно добавить в прослойку торта или наполнить пирожные. А если немного изменить пропорции, то получится бетонный ганаш для выравнивания торта, который отлично переносит жару и перевозку. Оба варианта пропорций я укажу в описании под видео. Рецепт универсальный, простой, поэтому сохраняйте, делитесь с друзьями и буду рада, если напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки.